В одном маленьком городе, где многие люди живут своей привычной жизнью, случилась история, которая потрясла всех, кто о ней узнал. История о маленьком щенке, который оказался совсем один на свете, выброшенный и забытый, без надежды и будущего. Этот щенок родился в обычной семье собак, но в какой-то момент его жизнь кардинально изменилась. Его хозяева, которые когда-то заботились о нем, вдруг перестали хотеть его видеть. Они просто бросили его на улицу, без еды, без воды, без крыши над головой. Почему? Потому что щенок оказался слишком маленьким, слишком слабым, или, возможно, просто перестал быть им нужен. Оставшись один, щенок оказался в жестоком мире. Он не понимал, что происходит, почему его так бросили. Он искал еду в мусорных контейнерах, пытался спрятаться от дождя и холода, но это было нелегко. Его тело покрывалось царапинами и ранами, а в глазах была безысходность и страх. Он не знал, что делать, куда идти, кому доверять. Каждый день был борьбой за выживание. Щенок чувствовал холод, голод и боль, но самым страшным было одиночество. Вокруг ходили люди, но никто не замечал его, никто не хотел помочь. Некоторые проходили мимо, смотрели с равнодушием или даже с презрением. Для них он был просто мусором, ничем не значительным существом. Но в этой истории есть и светлая сторона, история о надежде, любви и спасении. Однажды, в один из особенно холодных и дождливых дней, к этому щенку подошла девушка. Она была волонтером в местном приюте для животных и часто выходила на улицы, чтобы искать тех, кто нуждался в помощи. Ее звали Анна. Когда она увидела этого маленького дрожащего комочка, она не смогла пройти мимо. Анна осторожно подошла к щенку, протянула ему руку, и, к удивлению, щенок не убежал. Он смотрел на нее с надеждой, возможно, впервые за долгое время кто-то проявил к нему внимание. Анна взяла щенка на руки и сразу поняла, он нуждается в срочной помощи. Она отвезла его в приют, где щенка осмотрели ветеринары. Диагноз был серьезным: обезвоживание, истощение, инфекции, повреждение кожи. Он нуждался в длительном лечении и уходе. Но главное, он был жив. С каждым днем щенок становился все сильнее. Благодаря заботе и любви Анны и всей команды приюта, он начал доверять людям снова. Его глаза наполнились светом, он научился играть, бегать, радоваться жизни. Анна дала ему имя – Макс. Этот маленький щенок стал символом силы и надежды для многих. История Макса быстро распространилась по городу, а затем и за его пределами. Люди присылали подарки, приносили еду, предлагали помощь. Макс стал не просто щенком, которого спасли. Он стал живым примером того, что даже в самых трудных условиях можно найти свет и любовь. Его история вдохновила многих волонтеров и простых людей не оставаться равнодушными к животным, которые страдают. Но на этом история не заканчивается. Макс нашел новый дом, любящую семью, которая никогда не бросит его и будет заботиться всю жизнь. Сейчас он бегает по зеленым лугам, играет с детьми и каждый день напоминает всем нам: никогда не сдавайтесь, даже когда кажется, что весь мир против вас. История Макса – это не просто рассказ о щенке. Это урок человечности, сострадания и ответственности. Многие из нас могут оказаться в сложной ситуации, и иногда достаточно одного доброго жеста, чтобы изменить жизнь другого существа. Сегодня, когда технологии развиваются, мир меняется, важно помнить о тех, кто не может позаботиться о себе самостоятельно. Животные, дети, старики, они нуждаются в нашем внимании и любви. Если вы когда-нибудь увидите беззащитное существо, не проходите мимо. Возможно, именно вы станете тем, кто подарит надежду и спасение. Макс – это символ веры в добро и силу любви,
которое способно изменить все. Если вам близка эта история, есть много способов помочь. Можно стать волонтером приюта, помочь с кормом или лекарствами, рассказать другим о важности заботы о животных. Каждый маленький шаг важен. Вместе мы можем создать мир, где никто не останется одиноким и забытым. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!